В ближайшие две задачи мы осилим неравенство с модулем, а также и рациональное неравенство. И, конечно, каждая из них будет с параметром, но это делает задачи только лишь интересней. Поехали! При всех значениях параметра а решите неравенство. Модуль x минус 3 больше или равен а. Если вы уже подумали, то начинаем. Так, лучше еще раз. Начинаем. А начинаем мы с того, что модуль, конечно же, не отрицателен. Так что если справа стоит 0 или число отрицательное, то неравенство всегда выполнено. Давайте же отметим сие достижение человеческой мысли. Если а не положительно, то x любой, от минус бесконечности до плюс бесконечности. А теперь самый сочный случай. А больше нуля, то есть положительно. Что будет тогда? Слева у нас не отрицательный модуль, справа положительная ашечка. В такой ситуации можно смело возводить в квадрат левую и правую части, при этом знак неравенства сохраняется. Обратите внимание на то, что наш модуль выпал в осадок. Его вполне успешно заменяет квадрат, делая выражение неотрицательным. Применив формулу разность квадратов, смело можно использовать метод интервалов. Учтите, что мы знаем положение корней, потому что а больше нуля. Значит, а плюс 3 правее, а минус а плюс 3 левей. Знаки, очевидно, плюс-минус плюс, но если вы захотите точки подставить, то пожалуйста. Например, а плюс 4 заведомо правее, чем а плюс 3. Это полезно понимать. Итог второго случая сейчас появится перед вами, а стало быть и цельный ответ. Вот он розовым записан. Посмотрим на него, порадуемся и начнем новую задачу. При всех а решите неравенство. Квадратный корень из x больше минус а. Вы, ребята, умные, наверное, всякие равносильные схемки для таких неравенств знаете. Но мне-то до вас куда? Придется думать. Если правая часть отрицательна, то корень, конечно же, будет больше ее, если он существует. То есть решением в этом случае будут все неотрицательные иксы. Если правая часть не отрицательна, возведем в квадрат обе части неравенства. Получим x больше а в квадрате. Ну что ж, у нас есть совокупность двух систем. Пока я занимаюсь писаниной, подумайте вот над чем. Почему в первой системке мы записали УДЗ, то что x не отрицателен, а во второй почему-то нет? Отчего так? Все дело в том, что во второй системке мы записали более крутое условие. Если x больше, чем а в квадрате, то он подавно не отрицателен. Вот так вот. Вторая совокупность двух систем дает ответ. Но если что, вот он в виде промежутков. Задачи решены, все, кто их осилил, большие молодцы.